Всем привет! В этом видео мы покажем процесс укорачивания ноги лодочного мотора Yamaha 6 и увеличение мощности до 8 лошадиных сил. Модель Yamaha 6B. Эта модель сейчас продается как Yamaha 8 Enduro. Абсолютно все один в один, за исключением зажигания. Здесь оно контактное, старого образца. И шестерок не продают, продают сразу максимально раздушенные 8 сил. По его внешнему виду понятно, что мотор долгое время хранился. И сохранился очень хорошо. Местами присутствует заводская смазка. Мотор чистый. Владелец попросил укоротить ногу и увеличить мощность до 8 лошадиных сил. Свыше 8 сил этот мотор раздушить нельзя. Китайцы взяли за основу Yamaha 8 Enduro, увеличили немножко объем цилиндров и сделали мощность 9 лошадиных сил. В этом моторе даже остались родные свечи с маркировкой B5. Полный комплект шпонок и шплинтов для гребного винта. Владелец уже недавно привозил этот мотор на проверку сразу после покупки, и мы у него убрали термостат. Термостат был весь в соли, он заклинил, мотор начал перегреваться, поэтому мы его просто убрали отсюда. Владелец поехал на воду, но вот из-за длинной ноги мотор не едет так, как хотелось бы. Плюс ко всему еще он задушен в мощности. Чтобы укоротить ногу, мы будем снимать редуктор и убирать эту вставку, которая удлиняет ногу, а затем укорачивать вертикальный вал, трубку охлаждения. Работает мотор очень хорошо. Нет никаких посторонних шумов. Работает стабильно. При снятии редуктора видим, что на вертикальном валу бензин с маслом. Он вытекает через нижний сальник коленвала. То есть нужно снимать двигатель, менять нижний сальник коленвала, менять сальники вертикального вала. Но это мы будем уже отдельно обсуждать с владельцем, потому что для укорачивания нам не требуется снятие двигателя. Трубку охлаждения мы будем укорачивать прямо на месте. Сейчас откручиваем эту вставку, убираем ее в сторону, она нам больше не нужна. И начинаем разбирать редуктор, чтобы вынуть вертикальный вал и укоротить его, нарезать новые шлицы. Состояние крыльчатки и всей водяной помпы очень хорошее, поэтому здесь мы ничего не будем менять. Рыжее масло в редукторе говорит о присутствии небольшого количества воды внутри, потому что если бы воды было много, то масло было бы цвета как сгущенка.
или же сливалась просто чистая вода, отделившаяся от масла. Видимо, от хранения высохли сальники, и сальники следует заменить. Открутил гайку винта, и стандартная ситуация. От старости пластмассовый корпус гайки сломался. Конструкция выхлопа здесь старого образца. Выхлоп над винтом, а не через винт, как на современных моторах. Винт на шпонке, а не на шлицах. При ударе ломает шпонку. И та же самая схема применяется на Yamaha 8 Enduro до сих пор, потому что это его полная копия. Вынимаем отсюда шпонку. Если шпонка согнется, бывает, ее приходится выбивать. И с вала снимаем намотанную леску или что здесь намотало. Кстати, вот это причина, из-за которой вода поступила в редуктор. Нам нужно было добраться до этого стопорного кольца, которое удерживает вертикальный вал, для того, чтобы его вынуть и укоротить. Для раздушки лодочного мотора Yamaha 6B до 8 сил нужно снимать карбюратор и пластина, на которой устанавливаются лепестковые клапаны, меняется, потому что пластины отличаются. На шестерке всего 4 клапана вместо 6. То есть мощность задушили, убрав один ряд клапанов. Сняв карбюратор, я удивился, что здесь уже 6 клапанов вместо 4. Подумал, что кто-то раздушил этот мотор до нас. Ну, значит, нам эту пластину менять смысла нет. Отличие шестерки и восьмерки и в эмульсионной трубке карбюратора. Сами карбюраторы одинаковые, топливные жиклеры одинаковые и диффузоры. Диаметр диффузора 13. Карбюратор этого мотора имеет диффузор 10 мм. Намного отличается от карбюратора восьмерки. Я первый раз вижу такую модель, которая задушена карбюратором. При этом сами клапаны от восьмерки. В карбюраторах отличаются как эмульсионные трубки, так и главные топливные жиклеры. На шестерке 76, а на восьмерке 80. Владелец просил увеличить мощность, думали, что обойдемся только клапанами. Оказалось, пришлось менять карбюратор в сборе. И владелец приобрел карбюратор от Yamaha 8 Enduro. Из всего этого можно сделать такой вывод, что Yamaha 6B задушивается в двух вариантах. Либо это лепестковые клапаны и эмульсионная трубка в карбюраторе, либо только карбюратор в сборе. Укоротили вертикальный вал, нарезали новые шлицы, укоротили тягу переключения передач и укоротили трубку охлаждения. Собираем редуктор с заменой всех сальников. Мотор готов. Работает отлично, как четырехтактник. Карбюратор установили от восьмерки. Только пришлось заменить топливный насос, потому что на карбюраторе от восьмерки насос нерабочий оказался. Добавляя газ, мотор заглох и приходится подкачивать грушей. Поэтому мы просто установили, поменяли насосы местами, а это отдадим владельцу.
Вот так Ямаха. А так Ямаха.